Всем привет! Очередное видео про скриптинг. О чем поговорим в этом видео? Я как-то писал скрипт по фильтрации объектов. То есть, он не сложный, но довольно полезная штука, часто пригождается. Когда у нас объектов становится много в сцене, и они все разного типа, их каждый раз выделять по одному становится немножко сложновато, неудобно, и это отнимает время. На самом деле отнимает немало времени. И поэтому достаточно потратить немного времени, написать фильтр, и в дальнейшем он будет экономить вам очень много времени. Для начала продемонстрирую такой небольшая простая демонстрация того, что мы будем вообще делать, рассматривать. Так, что нам нужно? Нам нужны объекты разных типов. Это могут быть джойнты. Давайте я их так прямо скопирую. Сюда, сюда, сюда. Так, и объекты разные, у нас бывают разных типов. Это бывает джойнты, mesh объекты. Это бывают кривые. Наши, в будущем это наши контроллеры или еще что-то. Какие-то управляющие элементы. Могут быть локаторы. Часто встречаются локаторы. Вот наши локаторы. Могут быть какие-то там, на этих же объектах, допустим, mesh объектах, могут быть навешаны кластера, и так далее. Много чего может быть на самом деле. Вот. Давайте еще констрейнов добавим сюда для полноты картины нашей. Так, constraint. Пусть здесь тоже будет constraint. Так, окей. Вот наш constraint. Ладно, этого достаточно, я думаю. Так, окей. И что нам приходится иногда делать? Мы видим, что у нас в сцене вот так множество объектов. Здесь их, конечно, не так много, но бывает очень много. На самом деле бывает целая паутина. И необходимо бывает быстро это все выделять, какие-то операции с этим проводить, допустим, взять те же кости. Нужно бывает отфильтровать кости от всех объектов и потом уже назначать скин на какой-то определенный, на геометрию на какую-нибудь. Так. Выделять мы можем как через Outliner, так через Node Editor, кому как. Так, что для этого нужно делать? Для начала мы можем как-то это макетировать, там на бумаге как-то это все изобразить, как это будет все выглядеть. Здесь несложный интерфейс, поэтому я это сделал просто на ходу. Так, вот у нас есть вот такой скриптик. Что он делает? Я для начала покажу, что он делает, а потом уже покажу, как его, собственно, можно написать. Интерфейса мы не будем касаться в этом уроке, а только функционал, именно фильтрации. Так, что мы делаем? Выделяем все наши объекты. Так, секундочку, давайте через Outliner. И отфильтруем. Так, для начала будем фильтровать, возьмем джойнты. Отфильтровали. Мы видим, что среди всего у нас выделились джойнты. Далее мы все это выделяем. Также фильтруем геометрию. Вот у нас отфильтровалась геометрия. Далее мы можем отфильтровать кривые. Вот у нас кривые отфильтровались. Так, что у нас еще? Разные объекты. Там локаторы. Вот у нас локаторы есть. Так. Немного что-то он тупанул. Это надо будет смотреть. Чего я там не дописал. Видимо, цикл. Последний индекс. Видимо, выкинул я из цикла. Так, окей. Ладно. Не суть. Есть такая же штука у нас и вот здесь. Select all by type. И можем выделить там джойнты. Да, он нам тоже выделит джойнты, но дело в том, что он выделит все джойнты в сцене. А нам что нужно? Представьте себе, мы выделили это, вот это, и вместе с этим выделили, допустим, вот этот цилиндр.
И только среди вот этой группы объектов нам нужно отфильтровать кости. Вот. Цилиндр автоматически отсюда вылетел из этого списка. То есть как бы фильтруем именно по выделенному списку. Давайте теперь рассмотрим это все на примере простейшего какого-нибудь скрипта. Что для начала нам нужно сделать? Для начала нужно создать какую-то переменную. Будем писать на mail. Потом, если хотите, можно на питоне тоже это все быстренько сделать. Так, просто я люблю, когда все это подсвечивается быстренько, все эти флажки. Питон иногда не подсвечивает почему-то. Так, окей, давайте создадим какую-то переменную. Так, list. Переменная будет у нас массив, потому что объектов много. Так, и возьмем функцию ls list selection. И укажем, что это будут трансформ объекты. Не шейпы, а трансформы. И заносим все это. Заносим это все. И у нас тут вот некие объекты занеслись. Давайте я, чтобы все это иерархией не путать, давайте оставлю вот так джойнты, чтобы легче было это все как бы видеть. Так, вот у нас джойнты, 2 джойнта и 1 куб. Заносим и видим, вот у нас 2 джойнта, 5, 1 и куб. Так, идем дальше. Мы создали список. Что нам нужно дальше сделать? Нам нужно создать еще одну переменную, которая будет уже фильтровать вот этот список занесенных объектов. Вот они, 3 наших объекта. И теперь далее мы должны создать еще одну переменную, в которую будем уже заносить список отфильтрованный. Так, ну пускай это будет фильтр, чтобы понятно было. Так, окей. Как мы должны это сделать? В mail есть специальная команда, называется filter expand. Позволяет эта команда отфильтровать по маскам. Как понять, какая именно маска? Для этого мы можем заглянуть в документацию, заодно и кто не очень понимает, как пользоваться документацией, может это все увидеть. Так, и обычно так набираем Maya, Mail, Filter Expand. Вот я уже набирал. Так, и видим, что у этой команды, у этой функции, есть, у нее есть флажки. Тут показано, какой флажок, что именно делает. Тут есть описание краткое. Так, что дальше? Нас интересуют вот эти маски. Все зависит от того, что именно мы хотим фильтровать. В данном случае мы отфильтруем полигональные объекты. Мы вытащим вот этот куб из всего нашего списка. Есть маска под номером 12. И запускаем нашу функцию. Функция filter expand. Filter expand. Окей. Так, дальше. Он нам подсказывает, говорит selection mask. И говорит, что у этого флажка, то есть так, selection mask, есть некий аргумент. Есть некий аргумент интовый, целочисленный. И вот как раз таки его мы здесь и видели. Вот этот аргумент. Вот он. Вот они, эти аргументы. Почему-то такой порядок довольно странный. Ну ладно, окей. Нам нужен 12. 12 мы нашли. Это будут полигональные объекты. Окей. Маска 12. Так, далее. А из чего мы будем это как бы фильтровать? Из нашего массива. Наш массив. Окей, закрываем кавычки. И смотрим, что получилось в итоге. Ага. Ай, черт, забыл. Ну ладно. Фильтр. Objects. Так, и ставим квадратные кавычки, потому что это тоже массив. Окей. И смотрим, что у нас в итоге отфильтровалось. Отфильтровался
mesh объект. Мы видим, что вот у нас cube. К сожалению, в этой функции нету такого флажка, чтобы он отфильтровал и сразу же показывал transform, а не shape. Так, ну это все поправимо, на самом деле, это не самое главное. Так, мы еще раз запускаем, очистим скрипт editor и запустим. Так, мы видим, что он нам отфильтровал pcube, shape, полигональный объект, по сути, так. И теперь мы знаем, что в массиве filter object лежит один элемент. Мы можем этот элемент выделить. Так, как он у нас называется? Filter expand. Filter object, то есть object и первый элемент из этого массива, нулевой. Смотрим, выделяем, да. Он у нас выделил именно вот этот объект, но выделил его shape. В принципе, это тоже поправимо. Что мы можем сделать? Есть у нас такая команда list relative. Relative, у нее есть флажок. Ну, возьмем parent. Флажок parent. На самом деле способов много есть. Можно тупо pick walk up сделать. Я сейчас тоже покажу. Так, берем parent флажок и говорим, что нам нужен вот этот объект. Это для того, чтобы подняться на иерархию выше. Так, смотрим. Да. Он говорит, вот result, cube. Окей. Cube. Мы, в принципе, можем... Так, да, мы достали этот cube. Можем занести его также в какую-то там переменную string. String, там, пускай это будет там. Так назовем. Так, окей. И в кавычках. Ой. Ну да, list relative у нас тоже возвращает массив. Так, ну ладно. Так, окей. pcube. И далее мы можем, таким же образом. Это не очень профессионально на самом деле, но для начала этого вполне может хватить. Что вот таким образом, перебором, вы будете просто вытаскивать вот этот transform объект. Так, на самом деле наше видео не об этом. Так, что у нас? Cube. И нулевой элемент. Так, окей. Выделяем. Да, видим, мы достали cube. Теперь еще разок. Выделяем наши объекты. Что мы сделали? Создаем общий список, в котором лежат все объекты разных типов. Далее мы отсюда отфильтровываем mesh объекты. Проверяем, выделяем наш mesh объект. Да, окей. Но это shape. Для того, чтобы выбрать transform, с помощью list relative мы вытаскиваем transform объект. Окей. Все, мы отфильтровали mesh объект. Для других объектов на самом деле есть еще более удобные функции есть. Мы можем даже взять. Вот у нас есть список. Функции list. Есть такая команда. Types, по-моему, называется. Types. Так. Смотрим. Подсказки type. Не types, а type. Type. Также мы можем погуглить и посмотреть, какие бывают типы. Нам нужен тип joint. Отфильтруем joint. Выделяем joint. Выделяем разные объекты наши. И отфильтровываем. Вот. Он вернул нам два joint. Вот мы видим. И точно так же мы можем теперь это все выделить. Select. Так, и наш лист. Наш лист. Выделяем и видим. Он выделил нам наши отфильтрованные два джойнта. И точно так же мы можем искать способы фильтрации для различных объектов.
Если я не ошибаюсь, допустим, для констрейнов, вот тут у нас есть два констрейна, тут тоже можно подставить constraint. Ну вот у нас все окей, у нас тут есть подсказки. Угу. Это очень хорошо. Так, выделяем наши объекты и отфильтровываем констрейны. Почему? Так, неизвестный тип Чего я написал тут? Все, понял. Constraint. Так, окей, еще раз выделяем. Отфильтровываем. Вот видим, что он выделил констрейны. Так, что еще можно отфильтровать? Ну вот у нас тут есть кластер. Мы можем и кластер тоже отфильтровать. Кластер у нас... Сейчас посмотрим, как называется фильтр. Кластер. Но скорее тут написано, что это в Outliner, что это кластер handle. По дефолту он его так генерит с таким именем. Скорее всего, так он его и отфильтрует. Так, выделяем это все и проверяем. Нет, говорит, что неизвестный тип объекта. Кластер handle. Угу. Так, секундочку, попробуем. Укажем ему, что это Dagger Object. Может, это другая подкатегория объектов. Тоже нет. Не хочет. Так, очень странно, что кластера он не отфильтровывает. Так, еще разок. Нет, такого типа объекта нету. На самом деле очень странно. Так, кластер. Кластер handle. Так, сюда смотрим. И еще разок. Syntaxis error. Ну ладно. Ага. Понятно. Ну, опять же он выделил shape. Он нам отфильтровал этот кластер. Так, давайте сделаем так. Есть еще один способ, как подняться на иерархию выше. То есть внутри в шейпе и в трансформе и немножко выше подняться. Есть такая команда в мейле pickwalk. Pickwalk. У нее есть флажок direction. Direction, то есть направление, в каком направлении нам перемещаться по иерархии компонентов объекта. Так, и мы смотрим. Так, direction. Мы можем посмотреть. В данном случае не указано. Нам указано, что это string атрибут, то есть этот, как его называли? Блин, забыл. Так, аргумент его будет string. И мы ищем, опять же, это все здесь. Maya, mail, pickwalk. Ага. И мы смотрим. Pickwalk. Ну и где тут документация? Где же документация? Maya, mail, pickwalk. Ну давайте. Заглянем в документацию. Ага, и вот нам тут как раз таки есть подсказка. Вот, чтобы подняться вверх, pickwalk up. Окей, давайте попробуем. Pickwalk direction up. Окей. Так, у нас сейчас выделен shape. Чтобы это понять, мы можем открыть. Вот, мы видим, что у нас выделен shape, но нам нужно выделить transform. Запускаем команду pickwalk up, и мы вышли на иерархию, поднялись выше. Так, окей. Кластера мы тоже отфильтровали. Также, ну что у нас тут осталось еще? Так, кривые мы отфильтровали. Ну, в принципе. Кривые тоже можно попробовать отфильтровать с помощью фильтр экспанда.
Так, откатимся. Не хочу заново это все писать. А вот у нас есть фильтр Expand. И заглянем еще раз в нашу документацию и посмотрим, под каким индексом у нас здесь кривые. NURBS Curves. 9 номер. Так, возвращаемся. И просто меняем на 9. Окей. Опять выделяем наши объекты. И запускаем выделение. Так, занесли сюда кривые, джойнты и все остальное. Так, теперь отфильтровываем наши кривые. Окей. Видим, что отфильтровалась кривая. Curve 1. В данном случае выделена была только одна. Я больше не выделял. Так. Окей. И все. Кривая отфильтровалась. Собственно, это все, что нужно знать для базовой такой фильтрации. Но в основном эти объекты и будут попадаться. Если будут попадаться другие объекты, вы знаете, что делать. Либо фильтровать по маскам, вот этим. Это, судя по всему, сделано как дополнение, да, такие уже более какие-то детальные какие-то вот эти маски, какие-то уже не часто, которые встречаются. А то, что часто встречается, вы можете отфильтровать вот по вот этому атрибуту, по этому флажку type. Вот. В интернете можно посмотреть, какие типы объектов бывают. И здесь, в принципе, тоже вот есть подсказка. Там joint, он говорит нам, что cluster handle и так далее, и так далее, и так далее. Они не все есть в этом списке, но большинство из них там как бы присутствует. Это более простой способ. Если там это все, если вы найдете здесь, то в принципе пользуйтесь вот этим фильтром. Собственно, все. Это все, что нужно знать про фильтрацию. Всем спасибо, всем удачи.